Всем привет! В этом видео я покажу, как укоротить и подшить рукава на джинсовой куртке. Вот так они выглядели изначально. На этой куртке рукава подворачивали, поэтому они затерлись по линии сгиба. Итак, приступим. Складываем рукава друг с другом, согнув куртку по спинке. Уравниваем по швам рукавов и приутюживаем. Далее отмеряем необходимую длину рукава и срезаем лишнее. Я срезаю по затертой линии. На оригинальных рукавах с лицевой стороны строчка располагалась на расстоянии 2,5 см от края. На изнаночной ткань загнута на 2,7 см, плюс 1 см на обработку среза. Всего на подгибку взято 3,7 см, я подошью также. На рукавах отмечаем от края 1 см и 3,7 см и рисуем по этим меткам линии. Выворачиваем рукава на изнаночную сторону и заутюживаем по очереди на изнанку сначала по первой, а затем по второй линии. В местах, где расположены швы, нужно утюжить более тщательно, чтобы уменьшить плотность ткани. Вывернуть рукава на лицо и наметить линию, по которой будет проложена строчка 2,5 см от края. Зафиксировать булавками или сметать припуск. Контролируем, чтобы с изнаночной стороны припуск пошел в строчку. Далее берем иглу и нить для джинсов и прокладываем строчку по намеченной линии петлеобразным швом. А выполняется он так. Иглу заводим с изнаночной стороны под припуск. На лицевую сторону игла выходит в намеченную линию. Узелок прячем под припуск. Далее на лицевой стороне делаем прокол иглой справа от нити, что выходит из ткани, на расстоянии 3-5 мм на изнаночную сторону, и сразу же выводим иглу на лицевую сторону слева от нити на 3-5 мм. Далее вводим иглу в конец предыдущего стежка. Я начинаю строчку от шва рукава, и так как в этом месте несколько слоев ткани, то каждый стежок я сделаю отдельно. Чтобы было удобнее работать с плотным слоем ткани, используйте наперсток. В этом месте я делаю так. Иглу полностью ввожу на изнаночную сторону, подталкивая ее наперстком, а затем на лицевую сторону в намеченную линию. И так до тех пор, пока ткань не станет тоньше. Если нить путается, не тяните ее сильно за иглой, просто аккуратно распутайте ее хвостик. Далее шьем как начинали, выводя иглу одним движением с лицевой на изнаночную сторону и сразу же с изнаночной на лицевую. Напоминаю, что каждый новый стежок начинается с конца предыдущего. Вот такая получается строчка. Продолжаем так шить по всей окружности рукава. Сделав последний стежок, выводим иглу на изнаночную сторону под припуск и делаем закрепку, затягивая нить в петлю 2-3 раза. Срезаем нить.
Вот что получается с лицевой и с изнаночной стороны. То же самое повторяем со вторым рукавом. Швы обязательно приутюжить. Все то же самое можно проделать на швейной машине. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Благодарю за просмотр, лайк и подписку. Всем пока!